Всем доброго времени суток. Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у меня очередной отчет в совместном проекте «Непара», организатором которого является Галина, канал «Вязание на перемене». Список девчонок-участниц вы найдете по традиции в инфобоксе, нажав кнопочку «Еще» под этим видео. И также сможете пройти и посмотреть, что уже вяжут девчонки. В этом месяце я выпускаю свой отчет раньше обычного, да. Обычно я выпускаю отчеты в конце месяца, но так получилось, что не знаю, смогу ли я выпустить отчет именно в конце месяца, потому что 13 июля у меня назначена операция. Операция будет проводиться на глазах, да, и я не знаю, смогу ли я вязать, снимать, то есть не знаю, насколько у меня хватит потом сил на вязание в принципе и на съемку в том числе. Поэтому заранее извиняюсь за такой немножечко форс-мажор в графике выпусков моих видео. Надеюсь на ваше понимание. В плане контента это время, да, видео будут выходить, пока я восстановлюсь. У меня отснято около десятка видео, и из них большинство мастер-классы, поэтому контент на канале будет выходить. Я немножечко постаралась, скажем так, чтобы у меня канал не простаивал, и это время, пока я буду восстанавливаться, чтобы у меня ролики выходили. И выходили ролики полезные, поэтому не теряйте. Подписывайтесь, если не подписаны. Нажимайте серый колокольчик, чтобы эти ролики не пропускать. Будет много интересного и полезного в частности. Вот, и прошу меня за это извинить, скажем, за форс-мажор. Я восстановлюсь и обязательно вернусь к вам, возможно, с новыми новостями, с новыми идеями. Но пока, как говорится, милости просим к просмотру и не теряйте меня, и ролики будут выходить полезные. В обычном режиме через 2-3 дня, максимум 4, да, будет много интересного. Ну, а теперь непосредственно идем к отчету, да, к изделиям, которые у меня вязались и вяжутся, в принципе, сейчас. Начну я вот с такой вот работы. Это носочки. Носочки связаны из пряжи Alize Artisan Superwash или Superwash Artisan, как правильно, забыла. Начинала носочки в совместном проекте «Носочная дюжина» в мае, которое организовывала Аня с канала Анна Полозняк. Связаны они вот таким вот узором. И у меня еще остался небольшой остаток от 100-граммового мотка. Носочки связаны на 36 размер. Вяжутся легко. Единственное, что было для меня проблемой, да, немножечко, не то чтобы проблемой, а скорее они вязались долго за счет того, что пряжа тонкая. Я вязала на спицах номер 2, и пряжа тоненькая, вот это вот единственный такой момент, да. Плюс я еще снимала на эту модель мастер-класс, поэтому, ну, вязались носочки, они у меня дольше, чем обычно, на порядок дольше. Потому что, повторюсь, наверное, уже пряжа тонкая, и кто снимает из девчонок мастер-классы, тоже, наверное, поймут, что съемка на камеру отнимает, ну, раза в 2 больше времени, нежели мы вяжем, скажем, за кадром в свое удовольствие. У меня еще остался остаток, наверное, мне хватит на маленькие пинетки с рождения. Довольно экономный расход у пряжи, что не может не радовать в принципе. Такая вот готовая работа у меня получилась. И да, будет, наверное, ближе к августу выпущен мастер-класс. Мне нужно его смонтировать. Поэтому мастер-класс будет. Использован фрагмент «Бабушкина пятка» и ленточный мысок. И вдохновившись этими носочками, мне они понравились. И на ноге сидят очень хорошо. Я начала вторую пару в розовом цвете, тоже на такой же размер и таким же узором. Возможно, потом я свяжу еще на меньший размер
такую модель и на больший. Вот эта пряжа, я не скажу, что за она. Это пряжа из распуска. У дочки был джемпер фабричный. И, как ни странно, он очень, хорошо распустился. Не странно в чем? Обычно фабричный трикотаж, он оверлочен. А здесь он был не оверлочен и неплохо распустился. Я, естественно, его обработала, джемпер. Почистила от катышек. Дочке он стал мал. И почистила от катышек и немножечко подправила пряжу, выпрямила. Если вам будет интересно, у меня на канале есть видео, как работать с распущенной пряжей, если вы распускаете изделия именно фабричные, как правильно распустить изделие и выпрямить пряжу, и как посчитать метраж, если вы не знаете метраж в пряже. Это видео вы найдете в плейлисте «Шпаргалки для рукодельниц». Оно там есть, если вам нужно и интересно. Допустим, мне жалко выбросить изделие, если там хорошая пряжа, которую можно использовать. Знаю, что есть двоякое мнение на этот счет, но тем не менее. У меня практически все идет в ход. Уже буду довязывать после того, как восстановлюсь, обязательно их довяжу. И где-нибудь уже в готовых работах покажу. И, конечно же, покажу в итоговых видео в конце года уже как готовую работу. Вот эту пару я оставлю точно для себя. Ну и, возможно, вот эту вот тоже. Они получились тоненькие и прекрасно влезут в зимние сапоги. И я думаю, что из Ализы Артисана они будут довольно теплыми. Вот это то, что по носочкам. И сейчас я покажу футболку дочки, которую я вязала. Вот тоже у меня вышел косяк в прошлый раз с роликом. Ролик записала, но на моменте уже выгрузки, когда ролик выгрузила, я поняла, что звука-то нет. И мне девчонки писали в комментариях, да, и я хочу за это дико извиниться тоже, потому что, монтировала, звук был, да, снимала тоже, звук был. А уже при выгрузке, когда выгрузила видео с отчетом, с предыдущим по футболке, как оказалось, получилось то, что получилось. Вот, и покажу эту футболочку сейчас и немножечко о ней расскажу. Потому что все-таки как-то не есть хорошо, что называется, да. Футболка связана дочке на размер 42-44. Вязала в прошлом году себе тунику. Я уже показывала ее в прошлом году, свою тунику, в видео с готовыми работами. Она у меня уже хорошенько так поносилась, прошла, что называется, тест-драйв. Имеется в виду и туника, и пряжа, да, и уже, скажем так, составилось у меня определенное мнение по этой пряже. Давайте сразу по футболке, да, что здесь применено. Рисунок ажурные листья, да. Далее проймы, расчеты, именно проймы переда спинки, да. Вырез горловины, как на спинке, так и по переду. И по горловине использована ложная петлевка при вязании снизу вверх. Вязала на спицах номер 3. Ушел 1 100-граммовый моток. У меня даже от этого моточка немножечко осталось. Вот. Один моточек, да, и где-то у меня еще в коробочке лежит еще один такой. Не знаю, сколько по весу. В общем, итоге, да, в целом у меня было 3 мотка этой пряжи, и из 3 мотков я связала 2 полноценных изделия для себя и для дочки, и у меня осталось вот таких вот 2 моточка. Пряжа. Что за пряжа, да, спросите? Это пряжа Полесье. Белорусский производитель, пряжа Полесье, материалы текстильные для творчества и рукоделия. Вот так вот выглядит этикетка. Если вам нужно, можете сделать себе скрин,
Пряжа синтетика, но тем не менее вискоза 5% и пан 95%. И тут, по-моему, ну, люрекс. Немножечко слабо я вижу, да, вот можете почитать полностью состав и метраж, да. Что по пряже, да, значит, прошла у меня пряжа полностью тест-драйв. Прошлый сезон свою футболку я относила, стирала в стиральной машине, то есть пряжа не растянулась, футболка точнее, не пряжа не растянулась, не деформировалась, на ней не образовались катышки, в жару не жарко, то есть спокойно переносится жару на ажурных узорах, да, в принципе, ведет себя в носке и при стирке вполне достойно. И, как я считаю, расход бомбический. Из 300 грамм 2 летних изделия, да, они без рукавов, но, тем не менее, их 2. Пряжей я осталась довольна. В принципе, на летние изделия буду использовать и далее. Только единственное, что может быть в других цветах, как бы тоже имеет место быть, да, хочу купить других цветов. Пряжа бюджетная, примерно стоит масть 6-7 рублей моточек, что, в принципе, при таком расходе не может не радовать. И, в принципе, я довольна, да, осталась довольна пряжей. И расходом, и ее, скажем так, износостойкостью. Мне нравится пряжа, да, предпочитаю я пряжу, которую, в принципе, можно стирать в стиральной машине. Я отношусь, наверное, к тем людям, которые предпочитают, чтобы вещи служили мне, а не я вещам. Поэтому отдаю предпочтение пряже, которую именно можно эксплуатировать и в хвост, и в гриву в стиральной машине, да, чтобы не заморачиваться со стиркой вручную. Единственный момент, это может быть мохер какой-нибудь или кашемир, но из кашемира я еще не вязала, поэтому вот в этих двух пряжах, наверное, возможно, могут быть моменты, но тем не менее мохер и кашемир не так часто мы его, наверное, вяжем в плечевых изделиях, поэтому немножечко иногда оставить можно такой момент на именно мохер. А так, в принципе, да, пряжей довольна, имеет место быть, особенно на летние изделия. Что можно найти у меня на канале по данной футболке, именно мастер-классы? На канале уже вышел мастер-класс на данный узор. На канале у меня есть расчеты все по проймам, по переду и спинке. Есть все расчеты по вырезу горловины, как по переду, так и по спинке. Также есть два варианта ложной кетлевки. Как при вязании снизу вверх в данном варианте, так и при вязании сверху вниз. Был комментарий под предыдущим видео, что неплохо было бы попетельный мастер-класс на данную футболочку. Все вот это вот вы можете найти у меня на канале в отдельных роликах. И сложив, структурировав информацию, вы можете связать самостоятельно. На наборный край у меня тоже такой вариант есть. Если не забуду, оставлю ссылку. Если вдруг я забуду, тоже есть на канале плейлист наборы петель, где вы можете пройти и посмотреть. Если вдруг не найдете, стучитесь в комментариях, я оставлю ссылочку. На канале все это есть в отдельных частях, да. Повторюсь, структурировав, собрав все это в кучку, вы можете такую футболочку связать самостоятельно, в принципе, сделав при этом расчеты. Как посчитать свою плотность, вашу плотность вязания, тоже у меня есть на канале данное видео. Поэтому прогуляйтесь по каналу, если не поленитесь, вы это все найдете. И такой же у меня вопрос к вам будет: стоит ли действительно вязать попетельные, делать попетельные мастер-классы на подобные простые базовые вещи? Стоит ли, нужны ли они, в принципе, вам, будете ли вы ими пользоваться? Или же все-таки давать информацию более дозированно, конкретно? Допустим, если это горловина, если это наборный край, если это закрытие. Да, эластичное закрытие у меня тоже есть на канале.
Ну, в общем, если это будут ролики какие-то конкретные, либо же это будет полноценный мастер-класс на базовое плечевое изделие подобие данной футболки, и будет ли оно целесообразным. Потому что для меня это время затратно, трудозатратно, и не всегда представляется возможность, скажем так, затратить это время на полноценное изделие. Нужны ли они вам, эти мастер-классы, именно на полноценные? Потому что в планах у меня еще есть повязать стопики в футболке, возможно, другим узором, да, и нужны ли будут данные мастер-классы, насколько они будут актуальны к тому времени, допустим, когда я их смогу связать и выпустить. Будет ли это этим летом, либо к следующему лету, я пока не знаю, потому что, скажем так, немножечко выпаду на этот месяц, наверное, из вязания. А там уже лето закончится. Ну, впереди у нас осенний теплый сезон, да, осенний-зимний. Ну, впереди у нас джемпера и свитера, ну, скажем так. Можно будет повязать их, джемпера, свитера. И будут ли нужны вам мастер-классы на базовые вещи? Вот такой вопросик у меня к вам. Так что по футболочке повторилась и рассказала. Уж извиняйте за косяк, переснимать я тогда не стала, ну, перемонтировать точнее, в прошлый раз, потому что у меня не сохранилось исходников по видео, да. Я постаралась исправиться и исправить ситуацию. Я надеюсь, была сегодня для вас интересна. Если это так, нажимайте пальчик вверх этому видео. Не забывайте подписываться на канал и ставьте серый колокольчик, потому что в этот месяц выйдет довольно много полезных роликов по вязанию и мастер-классов в том числе. Думаю, вам будет интересно и будет что посмотреть, пока я вернусь на канал. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока.